нас сегодня встреча посвящена предстоящей переписи. И мы сегодня будем обсуждать такую тему, как национальные и религиозные аспекты. Если говорить об изучении вероисповедания в практике отечественной, то только две переписи современной эпохи. Это перепись 1897 года, первая перепись Российской империи, и перепись 1937 года. Это вторая перепись уже в период существования Советского Союза. Задавали вопрос о вероисповедании именно в такой редакции. Остальные переписи населения эту тему не изучали. Ну, в то время, когда вопрос все-таки связанный с национальной, этнической принадлежностью, в отечественных переписях изучался. Но должна сказать, что тема эта очень деликатная. Деликатная она, потому что, в общем-то, мы просим человека указать, в общем-то, что-то, наверное, его глубинное на самом деле. В 2006 году Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы по защите персональных данных при автоматизированной обработке, и был принят закон о персональных данных. В 2006 год у нас был принят закон о персональных данных. И в соответствии с этим законом ряд сведений о населении были отнесены к категории так называемых специальных данных. Это вопросы национальной принадлежности, вопросы религиозных убеждений, политических, так сказать, пристрастий и предпочтений, и вопросы, связанные со здоровьем. И, конечно, это существенно накладывало существенные ограничения на получение этих сведений, потому что мы должны были в случае изучения этого при переписи получать письменное согласие каждого на то, чтобы получить эти сведения при переписи населения. Досрочная перепись, которая у нас началась 1 апреля, показала, что вот мы внесли соответствующие поправки в закон о переписи, показала, что тот механизм, который первоначально нами предусматривался, это когда вот идет опрос населения, доходит до вопроса национальной принадлежности, бланк переписного листа передается самому опрашиваемому, и он должен своей рукой записать свою национальную принадлежность. Но так сказать, тем самым он дает свое согласие на обработку его персональных данных. Первая перепись населения была на второй год исхода из Египта. Вот когда этот железный поток образовался, то Моисею понадобилось, чтобы каждый сказал первый, второй, третий, то есть по порядку номеров рассчитайся. И это была уже обязанность. Так образовался народ с переписи. Получение Синайского откровения и так далее. Перепись. Каждый мужчина от 20 и старше, боеспособные, должны были участвовать в переписи населения. А левиты, то есть священники, они от младенца, которому больше месяца и старше. Даже таких детей. Поэтому Библия подчеркивает. И потом, когда 40 лет прошло, они должны были вступить на землю обетованную, это была вторая перепись населения. Но это Библия. И хочу подчеркнуть, каждый мужчина должен был выкупить душу свою у Господа. То есть полшекеля серебром он должен был дать за ту честь, которая ему была оказана, то есть участвовать в переписи населения. Были поверья, что перепись это что-то дурное, потому что есть некие силы, так думали некоторые, которые могут повредить имени, которое переписывается. Поэтому могут быть моры, могут быть какие-то войны. И Иосиф Флавий рассказывает, что когда римляне переписывали евреев, то вообще-то наступила потом иудейская война. То есть евреи восстали
Это была одна из причин. Я думаю, это легенды. Легенд много. И главное из Библии, и это совершенно точно, что перепись – это большая честь и важно и для богобоязненных, и вообще для всех граждан, потому что с этого начинается государство. С этого перепись населения, это надо знать, кто мы, что и так далее, и что можно сделать. И важно еще происхождение, в том смысле, откуда ты пришел, как долго ты здесь. Все важно. Хотелось бы напомнить, что перепись – это единственная возможность провести полное социологическое исследование. Это фактически полное социологическое исследование нашего народа. Любят говорить, что это моментальная фотография, но, по-моему, это даже не просто фотография, а фотография в системе 3D, потому что мы видим и динамику, мы видим и тенденции, что очень важно, это сравнимость результатов переписи, и она обеспечивается нынешней переписью. Но если это социологическое исследование и самое массовое исследование, то у каждого вопроса есть заказчик. Численность населения, пол, значит, количество детей, состояние жилища, национальный аспект. Вот у меня возникает вопрос, а если заказчику вопроса о религиозной принадлежности населения? Дело в том, что современные методы позволяют эту картину иметь, без переписей. Ну, а вообще наука насчитывает 4 метода. Первый метод это проистекает из национального состава, из переписи. Это очень просто. Мы знаем исторически, какие народы придерживаются каких традиций религиозных. Мы суммируем эти народы и получаем верхнюю планку численности приверженцев данной религии организации. Следующий метод – это метод социологических исследований и полевых исследований, которые проводят этнологи. Люди задают вопрос, и здесь есть ответы полученные. Есть и европейские исследования в нашей стране, есть исследования и наши собственные, и цифра людей, которые придерживаются религиозных взглядах, в различных регионах и при различных исследованиях от 40 до 70%. Хотел напомнить, что в 1937 году было 56% верующих. То есть мы где-то, возможно, находимся на этом уровне. Значит, следующий метод – это, конечно, оценки самих религиозных деятелей, которые, оценивают и дают, свои цифры. И следующее, наверное, это экспертные оценки, которые вытекают из всех результатов этих исследований. Четвертое – это данные Минюста о количестве зарегистрированных религиозных организаций и объединений. Вот это объективные данные, которые в целом при каких-то разностях они дают общую религиозную картину нашего общества. Я думаю, что для современного состояния государственного или отношения государства с религиозными объединениями этих данных достаточно.